Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите на канал, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Отдельный привет своим подписчикам, своим мастерам-мастерицам. Спасибо за ваши отзывы, за ваши пожелания, очень приятно. Я сегодня к вам, ко всем, с новыми ниточками, с новым узорчиком. Ну, с ниточками мы такими уже работали, да, Ярнард Виолет, и с новым узорчиком. Напомню, что узорчики все универсальные. Вы берете свою пряжу, берете свой крючок, какой рекомендует вам производитель, да, на данной пряже, и вместе со мной вяжете узорчик. А я покажу вот именно эти ниточки, кто еще не вязал, новички, да, много новичков, кто еще не знает такие ниточки, смотрите. Это получается мерсеризированный хлопок, в 50 граммах находится 282 метра ниточек. И здесь нам советует производитель брать крючок 2,5 миллиметра. Вот, я данную ниточку вяжу крючком 2 миллиметра, то есть мне как бы по моей плотности этого достаточно. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете такую же аннотацию и берете крючок, который вам советуют. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелькам. Давайте, получается, наберем, ну я вот наберу, да, например, в силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, я наберу 7 раппортов, это получается 42 петельки и 1 петелька для того, чтобы узорчик красиво закончился. Итого 43. А вы набираете сколько вам удобно. Угу. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 43 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот мой будущий образец. Ну, а далее, как во многих узорчиках, да, настоятельно рекомендую, чтобы не запутаться в воздушных петельках, сделать вспомогательный дополнительный ряд из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом. И точно так же ныряем в следующую петельку нашей цепочки и провязываем по 2 петельки, еще один столбик с накидом. Итак, мы провязываем все петельки нашей цепочки, сами себя контролируем. Сколько петелек у вас в цепочке, столько должно быть столбиков. То есть в моем случае 43 воздушные петельки, значит 43 столбика с накидом. Смотрите, вот эти 3 петельки подъема, самые первые, мы считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть у меня здесь 6 столбиков. Провязываем вот так до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вот наша аккуратная дорожка, да, из столбиков готова. Теперь приступаем непосредственно к нашему узорчику. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, вот сюда же провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем внизу, да, в нижестоящем ряду 2 столбика. Раз, два. И вот в этот вот третий столбик, смотрите, как делаем. 2 накида. Так. В этот вот третий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, стоп. Держим 2 петельки на крючке. Опять 2 накида. Вернулись сюда же. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь 3 петельки на крючке. 2 накида, третий раз. И опять сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Так. И у нас 4 петельки на крючке. И теперь мы их провязываем все вместе. Раз. И обязательно зафиксировать. То есть у нас получился вот такой вот как бы листик, состоящий из 3 столбиков с 2 накидами с одной общей верхушкой. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Вот такая вот картина должна получиться. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 столбика. И в третий столбик повторяем такой же листик. Нырнули столбиком с 2 накидами. 2 петельки, стоп. 2 накида. Второй раз. Нырнули. 2 петельки, стоп. 2 накида и третий раз.
вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки и все 4 петельки на крючке провязали вместе и обязательно зафиксировали. Вот, еще один листик. 3 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в третий ныряем опять столбиком без накида. И так далее, вот так вот вы провязываете до конца ряда. Листик, столбик, листик, столбик, листик, столбик, листик, столбик. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Не сложно? Не сложно. У вас получится. Итак, смотрите, вот наши листики или зубчики, как их назвать, готовы. Да? Закончили мы, получается, столбиком без накида в последние 3 петельки подъема. Итак, далее, смотрите, делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И 3 петельки по узорчику. 1, 2, 3. Итого получается 4 плюс 3, 7 петелек мы сделали в самом начале ряда. Далее мы переключаемся вот на наш листочек. Так, именно беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Есть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. И вот опускаемся вниз к столбику без накида. Беремся за столбик, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, стоп. Дальше не провязываем. Опять 2 накида. Нырнули сюда же, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп. У нас 3 петельки на крючке. 2 накида. И 4-й раз делаем точно так же. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. И у нас получается 4 петельки на крючке. И только потом мы их вместе все провязали и обязательно зафиксировали. У нас сформировался еще один такой листик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся к верхушке предыдущего нашего листика. К верхушке столбик без накида. Угу. То есть получается, если вы внимательно посмотрите, мы повторяем самый первый ряд. Просто мы его делаем в шахматном порядке. У нас получается после верхушки листика опять идут 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А потом мы опять провязываем листик. То есть мы ныряем в столбик без накида. И провязываем столбики с 2 накидами. Не полностью провязываем, да? 2 столбик. Держим все петельки на крючке. 3 столбик. И потом, когда 4 петельки на крючке, мы их провязываем вместе и фиксируем. Угу. 3 воздушные петельки и присоединяемся опять к верхушке нашего листочка предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. Видите? То есть все то же самое, просто получается в шахматном порядке. Поэтому мы здесь в самом начале делали 4 петельки подъема, потому что здесь столбики с 2 накидами. Не сложно? Не сложно. Давайте так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, как вам? Здорово, да? И как мы заканчиваем ряд? Мы провязали, получается, 3 воздушные петельки. И здесь мы не делаем уже листика. Сделали только всего лишь один лишь столбик с 2 накидами. Все, ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. И делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять делаем 2 накида. И мы здесь будем опять присоединять наш листик. То есть мы повторяем с вами по картинке самый-самый первый ряд. То есть он повторяет у нас и первый, и второй, но получается как самый первый ряд. 1, сюда же 2 столбик и сюда же 3 столбик. 4 петельки на крючке, провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И нырнули в верхушку листика, провязали столбик без накида. И опять 3 воздушные петельки. И точно такой же делаете листик. Принцип понятен, да? 1, сюда же 2 и сюда же 3. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. Присоединились к верхушке листика предыдущего ряда. Поняли, да? То есть у вас получается вот такие вот листики в шахматном порядке. И вот он, видите, листик повторяет самый первый ряд. Листик, самый первый ряд. Понятно? Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот провязали мы третий ряд. Он повторяет полностью первый, да? Опять 3 воздушные петельки. И помните, мы здесь сделали 4 петельки подъема. И вот к 4 петельке мы присоединились столбиком без накида. Все, ряд наш закончен. Далее что мы делаем? 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Опять 3 петельки воздушные по узорчику. 1, 2,
3. Итого получается 7, да, воздушных петелек. Опять присоединяемся к нашему верхушке нашего листика и провязываем столбик без накида. А теперь смотрите, мы с вами будем делать 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И получается, мы не делаем листика, да, не делаем здесь листика. Мы перепрыгиваем сразу же к следующему листику и провязываем столбик без накида. Вот так вот. То есть у нас получается как бы такая вот большая арочка. Видите? Вот такая вот большая арочка. Опять делаем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять присоединяемся к следующей верхушке, к следующего листика. И делаем еще одну вот такую вот большую вот арочку. Угу. Все, не сложно? Не сложно. Давайте вот так вот прыгать до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, когда мы провязали с вами до конца ряда, у нас здесь не получается полная такая арочка из 7 воздушных петелек. Мы делаем всего лишь только 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, то есть как в самом начале ряда, да. Делаем 2 накида и присоединяемся к последнему столбику без накида и провязываем столбик с 2 накидами. Все, и так у нас заканчивается ряд. Угу. Далее 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик без накида. А теперь смотрите внимательно. Провязываем опять 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь наша задача перепрыгнуть вот в центр нашей арочки. Мы здесь провязывали 7, получается, столбиков. Отсчитываем 3 столбиков петельки. 1, 2, 3 и в 4, ну, чтобы было прям четко по центру, да, как бы желательно именно в петельку, так будет красиво. Провязываем столбик без накида. 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять перепрыгиваем в следующую арочку. Точно так же отсчитываем 3 первые петельки. Вот у нас они идут. 1, 2, 3. В 4 ныряем и провязываем столбик без накида. Понятно? И у нас получаются вот такие вот воздушные арочки. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали 2 ряда арочек. Вот такой вот получается воздушный узорчик. И закончили мы, помните, набирали 4 петельки подъема, да? И мы провязали в 4 петельку подъема столбик без накида. Далее делаем опять 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Провязываем 3 петельки по узорчику. 1, 2, 3. То есть у нас опять здесь 7 воздушных петелек. И смотрите, мы опять присоединяемся к центру нашей, получается, арочки из 7 воздушных петелек. Отсчитываем 3 петельки. 1, 2, 3. В 4 присоединяемся, провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, 3 петельки воздушные. 1, 2, 3. А теперь мы будем с вами повторять наши листики. То есть мы вот присоединяемся вот к столбику без накида. 2 накида сделали. Нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Стоп. Опять 2 накида. Опять нырнули, вытянули ниточку. Провязали по 2 петельки. Стоп. И третий раз точно так же 2 накида. И провязываем потом все 4 петельки на крючке вместе и зафиксировали. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся опять к центру нашей арочки. Если нет возможности нырнуть в петельку, ныряйте в арочку, да, то есть вот так вот раз нырнули и провязали. Но мне кажется, что когда в петельку, так намного аккуратнее. Итак, я вернусь. Отсчитываем 1, 2, 3 в 4 петельку, ныряю столбиком без накида. И опять 3 воздушные петельки. И опять вот наш столбик без накида, мы в него делаем листик. Не сложно? Не сложно. Все, давайте мы провяжем с вами точно так же до конца ряда. Сейчас закончу листик. Провязали, зафиксировали и опять 3 воздушные петельки. Вот, видите? У вас получается все то же самое, что вы провязывали во втором ряду. Видите? Вот у вас данный листик вот над вторым рядом. Видите? Листик над вторым рядом. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. И мы как закончили ряд. Провязали, получается, 3 воздушные петельки и столбик с 2 накидами. То есть все точь-в-точь, как во втором ряду. Далее вы провязываете, получается, как самый первый, да, и третий ряд.
Да? То есть, опять же, в шахматном порядке у вас будут листики. То есть у вас опять получается, видите, 3 ряда листиков, да, 2 ряда просто воздушные петельки арочки. Опять будет 3 ряда листиков, 2 ряда арочек. 3 ряда листиков, 2 ряда арочек. И тут я вам прилагаю схемку. То есть, согласно схемке вяжите. То есть мы уже знаем полностью, как провязывается данный узорчик. То есть 3 ряда листочков, 2 ряда арочек. Все, несложно, несложно. Дальше будет только лишь повторение. Итак, схемку прикладываю, смотрите, кто умеет вязать по схемкам, кто не умеет вязать по схемкам. Я думаю, сейчас вы даже поймете, где у вас какой столбик находится, где с 2 накидами, где без накида, где воздушные петельки. Так что смотрите, сами себя контролируйте, повторяйте. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. У меня получилось с листиками раз, два, три рядочка, да, раз, два, три, раз, два, три. Вот. Ну и получается между ними 2 сеточки. Вообще, в принципе, да, я как бы не очень эти сеточки люблю, они такие сильно дырчатые. Я бы, например, если бы вязала бы данным узорчиком, я бы все вязала вот такими листиками. Вот полностью все. Вы как смотрите? Пишите обязательно в комментариях. Вот такой вот узорчик. Вот такой вот ажурчик. Туника, да, палантин. Что еще может быть? Ну, конечно, это может быть какая-то летняя накидочка, да, опять же, это топик, маечки, то есть не весь топик, да, то есть часть может быть топика и так далее. Может быть, в юбочку данный узорчик можно применить, да, то есть если комбинирование несколько узорчиков, один из узорчиков вот такой может быть, почему бы и нет. Вот так вот он тянется, вот так вот он тянется. Опять же, смотрите, это летняя пряжа, да, если вы берете демисезонную зимнюю пряжу, то, естественно, изделие такое же будет, да. Вот такая красота. Как вам? Жду ваши лайки, ваши комментарии. Давайте замерим. Я, получается, набирала 43 воздушные петельки. Ну, допустим, это же пряжа, это же крючок, это же плотность вязания. То вот в моем случае это, ну вот видите, 17 сантиметров. А тут у нас получается раз, два, три ряда. Потом получается у нас 4, 5. Это наши арочки. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И наборный ряд 14. Допустим, по самой верхней точке, ну, практически 11 сантиметров. И как заканчивать? То есть вы просто-напросто здесь провязываете воздушные петельки, да, между верхушечками вот этих вот листочков. И потом возвращаетесь обратно столбиками. То есть много узорчиков, которых я так показывала. То есть у вас будет точно такая же картина. Вот. Надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Еще раз напоминаю, не забывайте ставить лайки. Многие забывают. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки вам приходили уведомления. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Нажимайте на плюсик под видео справа. Так вы будете сохранять в свои плейлисты понравившиеся видео и смотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.